Привет, ребята, привет, как дела, как поживаете? Сегодняшний выпуск у нас будет не совсем обычный. Я хочу высказать свое субъективное мнение по поводу сравнения 4 игр в одном жанре. Сегодня на мое рассмотрение попали такие игры, как Demonologist, Ghost Watch, Ghost Exile и Phasmophobia. Я проведу сравнительный анализ плюсов и минусов игры и, естественно, в конце подведу итоги, что не хватает каждой игре, на мой взгляд. Опять же, если вам понравился данный ролик, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарий, какую бы игру вы хотели, чтобы попала на сравнение. Привет, ребятушки, привет, как дела, как поживаете? И мы начинаем. Первая игра, которую я хотел бы вам рассказать, это игра Demonologist. Вышла она в этом году, то ли в конце февраля, то ли в мае. На самом деле игра, по-моему, в конце февраля. Ну да ладно. Игра очень удивительная, с необычным сюжетом в плане хоть и Ghost Exorcism, Ghost Hunting, но она наполнена большим количеством скримеров, отличной атмосферой, графикой, необычным видом приборов и интерьеров, геймплеем. Замечательная игрушка. Каждая локация встретит вас с большой душой. То бишь, скримеры не будут прям сразу появляться, они могут появиться со временем, могут появиться где угодно. Уникальная моделька каждого призрака. Ну, по крайней мере, тех моделей, которые я видел, они были действительно уникальны и необычны. Удивительный сюжет. То бишь, как и в Phasmophobia, как и в любом Ghost Hunting, вы попадаете на определенную локацию, где ваша задача найти, определить призрака. Но здесь, как и в более новых Ghost Hunting, которые сейчас выпускаются постоянно, здесь ваша задача еще изгнать призрака. Что немножечко, конечно, толкает данную игру в удивительный мир экзорцизма. Следовательно, из этого я вам расскажу немножечко о ритуалах. На каждой карте они по-своему. Чтобы открыть ритуал изгнания, вам придется первое, это определить призрака. Правильно, неправильно вы не знаете. То бишь, собираете улику, определяете ее в зависимости от того, где он обитает. В первую очередь. Он может по всему дому даже улику вам дать одну. Второе. Сейчас во всех Ghost Hunting, включая Phasmophobia, Ghost Exile, Ghost Watch, Demonologist, есть второстепенные задачи. Если в остальных вы их выполняете в течение всего прохождения всей катки, то здесь, прежде всего, вы должны будете определить призрака. Потом уже приступит доп. Задание, необходимое для изгнания. И, наконец, сам ритуал. Плюс данной игры, в отличие, если сравнивать с Ghost Exile, на каждой карте ритуал изгнания он выглядит по-своему. Разные у него свои задачи для изгнания. Где-то вам надо будет собрать пальцы, где-то найти время смерти, собрать запчасти дробовика, ну или же открыть кости, найти предметы, связанные с призраком, и сжечь их. Анимация бомбезная у каждой. Ну, по крайней мере, не у каждого, ладно уж, честно будем говорить. Анимация изгнания очень довольно интересна. Но есть и маленькие но. Например, два больших минуса, на мой взгляд. Это, во-первых, то, что, ну, не во всех локациях, если сравнить, берем тот же самый Циклон Стрит. Очень скучный ритуал изгнания. Честно, ладно найти время, но он скучный. Ты находишь, что по времени выставляешь часы, и все. Что меня не может порадовать ни в коем случае. Скучновато. Некоторые скримеры, ну, не пугают, и они приелись. То бишь, они привязаны только к своему месту или к своему триггеру. А в основном игра просто замечательная. Что из плюсов? Различные разнообразные карты. То бишь они не похожи друг на друга. Все уникальны и необычны. Дизайн их мало... слов нету. А экран загрузки, мой низкий поклон. Такие картины просто шикарные.
Тут я про них ничего не могу сказать. Уникальные необычные скримеры, которые могут довести вас до чертика. Большое количество пасхалок, атмосфера. Все это заставляет наслаждаться игрой, порой переживать кирпичные заводы. И не один. По поводу минусов я уже говорил. Если сравнивать с другими играми, о которых мы поговорим дальше, я в конце выскажу свое мнение по общей игре, что по каждой игре, что им не хватает, на мой взгляд субъективный. Но по рейтингу моему, я буду выставлять свой рейтинг по данной игре. В первую очередь, демонологист. Учитывая выше указанное, я могу сказать так, что она заслуживает где-то 8-8,5 рейтинг. Вполне заслуженно. А если вы хотите, чтобы я сравнил другие игры в одном жанре, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. А мы переходим к следующей игре. Но эту игру разве не знает тот, кто не увлекается Ghost Hunting? Кому не интересна основательница жанра Ghost Hunting? Фазмофобия. Плюс игры. Каждый призрак на каждой карте имеет свой уникальный характер и черты. Он может придерживаться одного типа, который попался вам призрака, который вы будете определять. Но он может иметь свой собственный характер, что заставит вас еще попотеть и попереживать. Большое количество призраков, большое количество локаций разнообразных, от миленьких домиков, как вы сейчас видите в Виллоу-стрит, до мрачных, ужасающих мест типа психушки. А порой и больших, и очень долгих карт, таких как тюрьма. Что я могу сказать по фазмофобии? Замечательный геймплей, отработанный, большое количество призов, есть русификация. Более того, постоянно контроль, более того, они обещают на июль нам еще и добавочное обновление, то бишь сидим, ожидаем. Что я могу сказать? Во время охоты призраков, да, вы находите комнату, в которой призрак практически постоянно обитает, собираете улики. Порой может призрак вас наградить за ваши труды терпение хорошим гост-ивентом. Побросать посуду, чтобы дать знаки, что он здесь, привлечь ваше внимание. Может устроить неплановую охоту, может все что угодно произойти, в принципе, в этом доме. Из минусов. Посуда какая-то, ну как сказать. Ей, наверное, можно и пулю найти, в тарелке ничего не будет. Неразбиваемая. Керамическая посуда. То бишь, не совсем реалистично. Если брать сравнение демонологист, там есть бросается, она разбивается. Более-менее хотя бы правдоподобно, что буянит. Призрак довольно интересно. Поговорим о плюсах. Помимо того, что замечательный сюжет, активность призрака не такая уж большая на самом деле, но интересная. Удивительно необычные призраки, которые заставят вас, поначалу бояться. Сейчас еще ввели еженедельные задания, которые очень, в принципе, соответствуют геймплею и различным уровням сложности, что заставляет, в принципе, даже питать симпатию к этим призракам. Посмотрите те же самые ролики сестры Винчестер, Райнека, Амора и другие фероманы и других людей, которые поглотила эта игра, и очень интересно они делают. Что по поводу минусов? Не все улики, например, вот тот же самый компьютер, который вы сейчас видели, засчитываются как улики. Не знаешь, что с ними делать. Очень мало атмосферных эффектов, тех же самых скримеров, как было в демонологисте, которые держали атмосферу, пугали и просто не давали покоя адреналину.
очень мало взаимодействия у призрака с окружающим миром, помимо не только кровати, дверей, свечек, там подобное, что поставит игрок. А так хотелось бы, чтобы он просто взаимодействовал с чем угодно, даже пугал. Очень сильно пугал. Это было бы... Ну, вот атмосферы мне не хватает. Не хватает атмосферы в домах самих. Потому что порой катки проходят, ну, очень скучно, неинтересно, и из-за этого немного расстраиваешься. Что по поводу плюсов? Хорошо отработан механизм. Различные карты, разнообразие. Большое количество разнообразных призраков и удивительный их характер. Что я могу сказать? Замечательный геймплей, рисовка, графика, анимация. Мое почтение разработчикам. Я очень благодарен за разработку такой игры. Поскольку она основательница, я бы сказал бы... Ну, на мой взгляд, из-за того, что не хватает сильно атмосферы, я могу поставить рейтинг, наверное, чистую 7. Только из-за того, что данная игра впечатляет своим наличием и содержимым, что не может не радовать меня как игрока в эту игру. Ну, а мы переходим к следующей игре. Мало кто уже не знает эту игру. Ghost Watch. Из плюсов: атмосферно красиво выглядящие дома, интересные анимации призраков, сами их модельки заставляют верить. Анимация охоты очень большие. Даже взаимодействие некоторых с призраком довольно интересное. На примере вот похищения. Очень хорошая вещь. Когда ты первый раз особенно испытываешь, ты не знаешь, что это такое. В связи с новым обновлением они добавили много таких элементов, переделали анимацию даже, что не может не радовать. Довольно интересные карты, на самом деле, хоть и они однообразные. При всем моем уважении товарищам разработчикам, но эти карты в действительности однообразные. Очень похожи друг на друга, даже если они выглядят по-разному. Давайте теперь приступим к минусу. Очень легко определить тип призрака. На самом деле очень легко. Помимо того, что у вас есть основные улики. Первое, которое определяет за тип призрака, за его возраст и за его характер. Собрав основные типы улик, даже каких-то недоступных, вы сможете примерно определить, кто это такой и как его зовут. Практически однообразная система изгнания, то бишь покебол, и призрак отправляется в тюрьму. Но перед этим вам надо выполнить кучу условий для его изгнания. Замечательная графика, замечательный дизайн и проработка. За это большое спасибо разработчикам. На самом деле. Но очень легко определяемые призраки, а учитывая то, что в последнем обновлении разработчики сделали так, что у призрака, как и у других гhost-хантингов, появилась своя комната, то бишь он теперь не шастает по дому толком. Он в своей комнате, которую может поменять различное количество раз. Вы не сможете ничего поделать. Плюсы: то, что вы не сможете определить призрака без улик. Абсолютно не сможете. Каким бы вы ни... Ну, помимо возраста. Точнее, его характера. Тут уж все флаги в руки. И, скорее всего, вы сможете также определить его возраст. Что не может не удивлять. На данном кадре мне просто попалась Кутисака Оно. Охотящийся. Ну, об этом я не буду говорить, что там было, но было весело, ребятушки. Скоро выйдет по этому ролик и посмотрите на моем канале. Что еще я могу про эту игру сказать? Если не считать то, что замечательная охота, атаки призраков, взаимодействие, то, что даже вещами вас швыряется, перекрывает вам проходы,
держит атмосферу, меня очень это радует. На самом деле, то очень легко определяемый Ghost Hunting, который, ну, оставит вам впечатление на первое время, потом уже начнет быстро приедаться. Что хотелось бы, но немного разнообразить по уликам хотя бы. Это, наверное, единственное, что я могу сказать по данной игре. Из плюсов большое количество призраков, большое количество возможностей у этой игры. По поводу минусов я вам скажу попозже. А мы давайте перейдем с вами к следующей игре. Если вы, кстати говоря, со мной согласны или не согласны, пишите в комментариях, с чем вы согласны, пожалуйста, мне будет это интересно почитать. И с чем вы, как зритель, не согласны. Ну, а мы продолжаем. Про эту игру я могу вам рассказать многое. Игра с удивительной атмосферой и также призраками, которые заставят вас еще побегать по этому дому. Ghost Exile перед вами. Давайте немножечко вкратце пройдемся по игре. Относительно простой Ghost Hunting, где ваша задача найти, определить призрака и уничтожить. Проблема заключается лишь в том, что вы практически не сможете определить его комнату без либо доски Ouija, либо температуры. То бишь это сложная задача. Различные задания, которые очень даже интересно выполнять, потому что некоторым необходимо даже охоту спровоцировать призрака. Игра, так же как и любой Ghost Hunting, она кооперативная. Это я, наверное, забыл в самом начале ролика рассказать вам. Ну ладно. У всех принцип один тот же. Найти, определить и знать. Ну, кроме фазмофобии, конечно. Там просто найти и определить. Довольно необычные приборы, интерьеры. Хотя принцип у всех приборов один и тот же. В каждой игре. Единственное, только, наверное, в Ghost Watchers нет лазерного проектора. Ну и на том спасибо. Среди, значит, тут большое количество улик, большое количество призраков. То бишь нельзя просто определить призрака, как это сделано в Ghost Watchers. Имея даже одни и те же улики, ты можешь спокойно определить примерно, кто это. А учитывая то, что в Ghost Watchers они добавили модификаторы, высокий ранг и множество других, это становится, ну, немножечко проще. Вы сразу отсеиваете чуть ли не треть призрак. А теперь поговорим. Помимо того, что вам надо определить призрака здесь надо его определить его комнату. В зависимости от сложности у вас еще не будет света. Да, это тоже немножечко важно. Потому что некоторые задания надо выполнять в темноте. Ритуал изгнания. Ну, доп. Задания, они понятны. Они везде, в принципе, имеют место быть. Довольно хорошая вещь. Поговорим про ритуал здешнего изгнания. Для того, чтобы правильно изгнать призрака, вы должны правильно определить его. Чтобы правильно определить, собираются улики. Как было в начале вот данного фрагмента ролика, это дымка. Вторым уликом у нас стала минусовая температура. Что я могу по поводу этого сказать? После того, как вы определили, у вас в фургоне валяется книга экзорцизма. Типа наподобие Библии. В которой вы должны выбрать соответствующий ритуал, который у вас указан, естественно, где вы улики в журнале. Выбирайте ритуал, готовите, рисуйте. Благодаря этому вы можете начать ритуал изгнания. Ритуал изгнания немного отличается от того же самого Ghost Exile и Ghost Watchers. Если в Ghost Watchers вы выполняете определенные условия, чтобы ослабить призрака и поймать его в покебол, в Демонологисте вы выполняете определенное задание, чтобы изгнать призрака, то здесь вы должны взаимодействовать с интерьером. Помимо того, что вы будете рисовать, вы также должны будете сделать такую вещь, как зачитывать.
священное писание, что там прописано для изгнания данного вида призрака. Что довольно необычно. Из минусов, на мой, опять же, субъективный взгляд, я могу сказать, очень мало активности от призрака. То бишь, здесь всего два таких эффекта, которые ведут вас до чертиков. Это кишка кровавая, и это нашествие сотни голых мужиков, от которых вы тоже посидите хорошенько. Очень мало взаимодействия с интерьером у призрака. Ну, кроме базовых, на которых вы можете оставить там отпечатки или тому подобное. Просто мало, на самом деле. На мой взгляд, немножечко подобавить можно было бы скримеров различных или пугающих моментов, которые доведут до любого, желательно побольше. И чтобы они не были привязаны к определенному месту и времени. Рандом, чистый рандом просто. Очень интересный ритуал изгнания. На самом деле, фургончик или контейнер там с уликами вообще огонь. На мой взгляд, то, что добавили книгу, этим они немножечко упростили и при этом же усложнили поимку призраков. Их большое количество, да. Но если убрать, допустим, уровень сложности опытный, такую замечательную вещь, как убрать лишние улики, показать, что может остаться, чтобы определить призрака, это было бы больше интересно. Что мне не нравится? После обновления, которое разработчики ввели региональные серверы, очень сильно, например, на моем компьютере, когда мы играем с друзьями, стала лагать голосовая идентификация. То бишь у меня не всегда срабатывают команды, хотя я их проговариваю четко. Это меня немножечко, но расстраивает все-таки. Потом, что у нас... Да, игра для 4 игроков, и тут спора нету. Определение призрака, изгнание его, охоты. Все превосходно. Спора нет. В данном случае я не могу поставить рейтинг больше 8. А теперь мы переходим к основной части, где я разберу плюсы и минусы каждой из игр в виде таблицы. Так вот, ребят, давайте теперь сравнивать. Я назвал только у 3 игр, насколько я помню, рейтинг, который я выставил относительно 10 баллов, где эта игра само совершенство. Таких игр сегодня у нас не было и навряд ли появится такая. Потому что у каждого свои вкусы, свои взгляды, но тем не менее давайте разберем. Плюс сравним все 4 игры. Значит, Ghost Hunting. Поиск определения призраков. У всех одинаковые, в принципе. Разберем плюсы и минусы. Начнем, пожалуй, с фазмофобии. Минус. Очень мало взаимодействий. Не в плане интерьера. Хотя там, ну, тоже можно было бы добавить какими перемещениями мебели. В плане мало взаимодействий с окружением игрока. То бишь не хватает атмосферы, не хватает пугашек, которые есть те же самые демонологисты, есть в Ghost Watchers и Ghost Exile, которые интригуют и заставляют чувствовать атмосферу игры. В принципе, это единственный минус фазмофобии. По поводу экзорцизма, это уже на усмотрение разработчиков. Будут добавлять его, не будут. Мне как-то на это все равно. С одной стороны, я их понимаю, то, что иначе это будет уже не та фазмофобия, которую они разработали, которую они сделали и которую видели. С другой, не хватает что-то такого, что можно было бы применить. Ту же самую новую улику. Вот, например, когда вы помните, когда вышли вот последнее обновление Темпеста, они добавили вот эти руны. Многие, я уверен, из вас, дорогие зрители, хотели, чтобы это была новая улика. Переработанная система поиска призрака по уликам. Это
какая-то пасхалка, где point hope. То бишь точка надежды, маяк. Что это значит, пока непонятно. Ожидаем обновления. Очень большое лобби. Там, но пустовато. Очень сильно пустует лобби. Не хватает. Давайте перейдем к следующей игре. Это Демонологист. Значит, в Демонологисте я заметил два минуса. Во-первых, это на Циклоне-стрит очень скучный ритуал изгнания. Честно, разработчики, при всем моем уважении, мой вам низкий поклон. Но измените там, пожалуйста, систему изгнания. Это банальная, скучная вещь. То бишь, ты приходишь в игру ужасов и видишь такой скучный ритуал. У вас вот 3 карты абсолютно уникальные, удивительные ритуалы знаний, которые завораживают. А эта карта как бельмо, на глазу как белая ворона. Очень сильно выделяется. Второе то, что не все скримеры пугают. Не все. Хотелось бы побольше разнообразных скримеров, которые на каждой карте, чтобы они не придались к определенному месту, времени, чтобы они рандомно могли пугать человека, который не ожидает. А так, в принципе, игра замечательная. У вас скримеров там уйма. На каждой карте свои уникальные скримеры, свои уникальные методы изгнания. Кстати говоря, вот по поводу метода изгнания на Циклон-стрит, это механика экзорцизма. Это уже на усмотрение разработчиков. Ghost Exile. Так же, как и Phasmophobia, очень не хватает взаимодействия с окружением игрока, ребят. Это, опять же, на мой взгляд. Хотелось побольше вот таких вот пугашек, как у них есть кишка, голые мужики там, которые неожиданно могут появиться и тебя заставить не только открыть кирпичный завод многократно, но еще сердце биться. Хотелось бы немножечко увеличить их количество, хотя бы с 2 до 10 различных, которые призрак может рандомно запустить, и ты даже не будешь знать, что там. Это будет тогда нечто. Потому что, какой-то призрачной активности хотелось бы от призрака побольше различных. Не только ползающий таракан и подходящий призрак, даже и записки по любимому предмету. А так это, в принципе, единственный минус. И, наконец, на любимый Ghost Watch. На мой взгляд, очень легко определяется призрак. Очень скучный ритуал изгнания. Он един для всех карт этого призрака. То бишь, ты выполняешь действия по ослаблению призрака и закидываешь его в покебол, где он потом попадает в твою тюрьму на тренировочной площадке. Скучно. Сейчас, разработчики добавили очень много взаимодействия с призраком. Может кидаться, швыряться, воровать ваши предметы, перекрывать вам проходы. Это замечательно. На самом деле, то, что вы в этом плане развиваетесь. Довольно замечательная игра. С интересной атмосферой и уникальной жанром. Так что рейтинг этой игры, я максимум могу поставить 6, потому что мне она настолько, может быть, приелась. Если вы считаете так, напишите в комментарии, я прочитаю, обязательно каждому отвечу. Что я определяю призрака за 2 минуты, может минуту. Что потребуется для определения призрака? Термометр, счетчик частиц и МПшка. Все. За счет МПшки и термометра вы определите примерно, кто это может быть призрак. Еще и следы наличия. Кто это может быть. То бишь есть... Остальное уже характер и возраст. Не будем говорить во всех подробностях. Это единственное, что, наверное, то же самое. Фазмофобии не хватает. Давайте теперь перейдем уже к общим минусам. Перечислим их по новой.
Фазмофобии не хватает больше атмосферы, а также активности призрака в виде различных скримеров, которые будут пугать игроков. Хоть понижая даже этим рассудок его, но чтобы они давали атмосферу ужаса. Демонологисту. Очень не хватает, наверное, переделка. Ну, на Циклон-стрит. Это заменить систему знаний, потому что это самое скучное. Ну, как система знаний? Ритуал знаний. Надо какой-нибудь другой. И, в принципе, это то, что я вижу. Ну, и заменить те скримеры, которые, ну, не особо вписываются в концепцию игры, на более такие адекватные. Можно было бы даже побольше добавить. Различных, на самом деле. Ghost Exile не хватает очень сильно атмосферы от призраков. Больше гост-ивентов различных, от которых не только мурашки побегут, но и ты начнешь заикаться. Ghost Watch. Там, ну, на мой взгляд, очень легко определяются призраки. То бишь, это переделка системы, на мой, опять, субъективный взгляд, поиска и определения призрака. И сделать хотя бы разнообразным ритуалы изгнания. Это добавит больше атмосферы. Потому что то, как призрак на себя ведет, бросается, нападает, фейковые охоты устраивает, это довольно интересно и прикольно. Ну, ребятушки, а на этом сегодня все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось, что бы вы хотели, чтобы я изменил в следующем выпуске. Мне будет очень интересно это почитать. Я это обязательно прочту, отвечу каждому из вас в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь, а также напишите, какие 4 игры, ну, какие игры вы бы хотели, чтобы я сравнил в следующем выпуске. Если он, конечно, будет. Все зависит от вас. Но, одно и единственное но. Все эти игры должны быть в одном жанре. Как сейчас я и был. Ghost Hunting. 4 игры именно в одном жанре. Каждая по-своему уникальна, удивительно, есть недостатки. Но они при этом относятся к одному жанру, и, в принципе, там происходит один и тот же процесс. А так, всем спасибо за внимание. С вами был Марат, канал Кратен. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, я каждому из вас отвечу. Всем спасибо, всем пока.